Ребята, всем привет! Сегодняшнее видео специально снимаю для тех, у кого застучал двигатель. Вы сразу будете сейчас голову ломать. Ой, что же у меня там, да? Или вы будете думать, то, что у вас провернул вкладыш. Ну, как, например, продиагностировать самому, да, там, не ехать к мастеру и определить, вкладыш ли у тебя провернул или что. Ну вот, короче, вы берете фильтр масляный, просто откручиваете, его обрезаете прям вокруг. Можно, в принципе, болгаркой или ножовкой по металлу. Корпус этот железный убираете, и внутри вы видите вот это бумажное, да, сам фильтр, короче. Я не знаю, может оно из другого материала какого-то сделано. Вот, и я не буду умничать, короче. Вот, и вы смотрите на этот фильтр. Если в этой бумаге вы видите стружку мелкую, значит у вас получается вкладыш провернул, реально провернул. А если у вас там все в порядке, никакой стружки в принципе нету, вот, и двигатель все равно стучит, лучше всего знаете как сделать. Открыть капот, завести двигатель и поочередно бронепровода выдирать. Например, первый цилиндр выдернули, звук не изменился, все равно стучит. То есть обратно этот бронепровод в первый цилиндр обратно воткнули. Потом второй бронепровод второго цилиндра. Раз, например, звук тише стал, тише стучит. Опять втыкаете, сильно стучит. Значит, во втором цилиндре у вас есть проблема. Далее третий, четвертый. Просто, подстрахуйтесь и проверьте. Если у вас все так же стучит, значит проблема во втором цилиндре. Ну, что же там может быть? Ну, в чем проблема? То есть у вас может быть то, что палец стучит, да, в шатуне и в поршне. Или у вас, скорее всего, там провернул вкладыш. Ну, а далее уже, в принципе, если вы как бы сомневаетесь в этом и хотите проверить, берете уже, снимаете поддон и спускаете поршень вниз, снимаете бугель шатуна второго цилиндра и тем самым смотрите на состояние вкладышей. Если они у вас протерты, в всяких задирах, в хлам, да, там, вот сразу будет видно, она должна идеально гладкая такая быть. Значит, все, у вас просто в этом вся проблема, в принципе, была, то, что у вас люфтит. Даже, знаете, еще бугель не откручивайте, а просто шатун пальцами вот так вот держите и шатайте туда-сюда, да? Если у вас вы люфт пальцами почувствуете, значит вот оно и биение производило. А если у вас, ребят, вкладыш гладкий, чистый, аккуратный, значит у вас, ребята, стук возникал в пальце. То есть палец уже в поршне там износил свое посадочное место и тем самым возникал этот звук. Ну, кому было полезно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.